Добрый день, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал. И это гороскоп на неделю с 17 по 23 августа 2026 года. Да, друзья, присаживайтесь поудобнее, будем творить эту неделю. Мы с вами в коридоре затмения на растущем лунном цикле. В прямом смысле моя краткая характеристика об этой неделе, что ее нужно творить. В начале недели 17 августа у нас на небе потрясающая конфигурация. Кто разбирается, называется она «Звезда Давида». Это в прямом смысле множество обстоятельств будут как раз-таки стекаться с нами в одну жизнь. То есть мы будем в состоянии выстраивать поток своих действий, своих состояний. И здесь, конечно, нужно четко планировать. Я всегда говорю, потому что только качественно оформленные свои планы, приземленные, очень будут рационально расходовать наше время. И да, еще какие будут настроения, тенденции. Точная квадратура Марса с Нептуном, и это история наших эмоциональных качелей, под давлением эмоций, под давлением каких-то событий. Здесь главное не уйти в разрушающее состояние, потому что Марс еще сам по себе в квадратуре с Венерой. Может быть такая разрушающая, иллюзорная история в отношениях. Не разрушьте то, что вы не хотите разрушать. Понятное дело, кармические узлы сейчас находятся на оси Лев и Водолей, и это внутреннее состояние найти нечто идеальное. Идеального партнера где-то там, который есть в нашей голове, но мы думаем, что вот мы сейчас из отношений выйдем, и там целая очередь стоит. Идеальную работу, в которой нас вот здесь почему-то как-то мы себе придумали, что нас должны здесь оценить, но почему-то за столько лет недооценили, но нужно как раз себя зарекомендовать. Очень потрясающие на это аспекты на этой неделе. Венера складывается уже в точную оппозицию с Сатурном, и со среды это будет точное максимальное приземление, уход каких-то иллюзорных розовых очков, когда нам кажется, что вот как-то вот где-то там тоже все вот оно идеальное. Есть и работа, и любовь, и отношения, и карьера, и жизнь будущего. Главное вот здесь сейчас все разобраться, все бросить. Нет, так не надо думать. Нептун перестает быть в оппозиции с Венерой, поэтому здесь придет больше приземления, взрослость, ответственности, то есть те по факту качества, на которых мы живем долгое время, строим планы и уже во взрослом, зрелом возрасте понимаем, что вот этот чрезмерный романтизм иногда очень дорого стоит. Очень много при всем при этом гармоничных аспектов. На этой неделе распадается эта самая оппозиция, которая все лето творила непонятную историю. Это Юпитер в оппозиции с Плутоном. Это максимальные противоречия, это различные битвы наших состояний, схватки авторитетов. То есть уходит эта эмоция, энергия будет потише, но тем не менее у нас Уран по-прежнему в квадратурах на кармических узлах, и со следующей недели, с 24 августа до конца сентября, можно сказать, у нас будет такая неприятная развязка лета, но мы обязательно не уходим в депрессивное состояние, мы себя не накручиваем, не паническими атаками. Лучше лишний раз новостную повестку не то что не смотреть, на нее не реагировать, потому что все это быстро уляжется, и в сентябре все пойдет совершенно в другом ключе. Поэтому не нужно тратить свои нервные клетки, а эта неделя с 17 по 23 августа у нас для отличной реализации идти в гору. Есть, конечно, напряженные дни на этой неделе, их несколько, об этом обязательно сейчас расскажу. Ну и, как говорится, начали. 17 августа у нас понедельник. Луна в гармоничных аспектах к Солнцу, даже к Лилит, к кармическим узлам. То есть здесь момент в прямом смысле, Луна в весах, здесь момент разговаривать, договариваться, решать свои вопросы, проявлять свою дипломатию, характер, свою яркость, потому что у нас Солнце во Льве в соединении с южным кармическим узлом, и здесь момент убирать гордыню, снимать шапку все знайки, максимально договариваться. И здесь нужно таки понимать, что
у нас Луна в весах в понедельник, и еще в понедельник работает у нас как раз-таки Юпитер в оппозиции с Плутоном. То есть это все финальные штрихи моментов очень спорных, которые могут привести к судебным разбирательствам. Все, что у нас тянется с середины июня 2026 года, вот сейчас вся эта очень активная, агрессивная, противоречивая история будет как раз-таки заканчиваться. И уже просто останется пыль всех этих моментов, событий, останется вот тот по факту реальный момент того, чего мы не видели у нас перед глазами, какое-то, не знаю, некое прозрение, можно это так сказать, да, все тайное станет явным, особенно неделя с 24 августа, неприятной правды, но чем охотнее мы снимаем розовые очки, тем мы быстрее приземляемся и понимаем, что это всего лишь события в жизни, которые были, есть и будут. Мы растем, взрослеем, у нас есть своя жизнь, семья, работа, свои задачи, свои цели, желания по жизни. Поэтому здесь я не говорю о том, что нужно стать эгоистом, нет, нужно сначала свою жизнь наладить, а потом уже смотреть, что там происходит дальше. И понедельник, хочу сказать, что день как раз-таки для того, чтобы уладить свою репутацию, разобраться в своих незакрытых вопросах, гештальтах. Почему вы до сих пор не сделали все те моменты, которые хотели? Здесь очень хороший день для коммуникации, споры, тоже хорошая история, завершать какие-то споры, но желательно в новую не уходить. При всем при этом абсолютно гармоничная Венера с Юпитером, с Меркурием, с Плутоном. Очень гармоничный аспект. Венера у нас тоже в весах, здесь дипломатия, здесь работа связана со знаниями, с коммуникацией, повышение квалификации, поездки, переезды. Очень хорошая история в этом во всем договариваться. Да, где-то будет страшно, волнительно, но рост происходит именно только в таких ситуациях, когда мы делаем нечто новое, либо же на новом уровне происходят наши действия, которые мы всегда, собственно, делали. Идем далее. Также очень хороший день у нас понедельник для гуляний, для свиданий. Нептун еще на распадающем аспекте будет давать некий романтизм, но Сатурн уже будет давать приземленность. Поэтому все те, у кого есть история выплеснуть свои какие-то романтические чувства, собственно, очень хороший для этого день. И как выходные перед, ну, больше не 15, 16 августа и 17 августа, как продолжение всей романтичной истории. Да, да, почему бы и да. 18 августа – это вторник. Можно сказать, что день очень сильно напряженный, но вторник в принципе день Плутона. Луна переходит в знак Скорпиона. Поэтому здесь и как раз-таки распадается вот эта оппозиция Юпитера с Плутоном, но Луна становится в квадратуру и фактически поддерживает вот эту еще послевкусие вот этих летних аспектов от Плутона и Юпитера. Поэтому здесь день может быть очень напряженный, очень конфликтный. День, когда нам захочется свою планочку претензий, желания, амбиций поднять до небес невероятно очень сильно, и будут силы продавить это очень сильно. Будьте здесь, дорогие, аккуратны, чтобы не сделать множество тех неприятных дел, за которые потом можно будет себя винить, ругать и говорить, что где-то мы не правы, потому что следом у нас еще идет 19 августа, это среда. Луна также в Скорпионе, но Луна еще в квадратуре с Меркурием и Солнцем, когда у нас уже внутреннее очень сильное, мощное противоречие, когда в нас кипит, горит, и это уже разрушающие такие эмоции, мы можем пойти в прямом смысле портить репутацию, мы можем в прямом смысле под нереализованными нашими амбициями, чрезмерными ожиданиями, которые никуда не выходили до настоящего момента. То есть если вы до этого момента все лето, например, слушали гороскоп или все лето думали, что что-то надо делать и не делали, то здесь, скорее всего, у вас будет такой старт, и он будет напряженный. Старайтесь отдыхать, не все в один день себя нагружать. Вторник, среда и, скажу сразу, четверг
напряженные дни, поэтому здесь будьте аккуратны в своей репутации, в сказанных словах, потому что со вторника это может быть такая большая мощная амбиция, которая будет давить, разрушать жизнь, репутацию, связи, контакты. Не допускайте этого, пожалуйста. Будьте умнее, мудрее, да хитрее, как угодно. Действуйте по интуиции, потому что Луна в Скорпионе — это всегда, когда вроде как логика у нас понятна, но чем хорош знак Скорпиона, когда Скорпион просто чувствует ситуацию, он сканирует, что вот здесь вот нутром чувствует. И здесь 18 и 19 августа — это вторник и среда. Вот такие дни. Дни, когда нам захочется много, и если мы не получим сразу, то есть это прям когда у нас включится максималист, да, когда мы захотим все сразу, но, естественно, сразу на таких аспектах оно не бывает. То есть, если обрушивается что-то сразу, то человек, как правило, не может это нести. То есть, если у вас какие-то договоры, переговоры, они могут в прямом смысле затянуться. И даже до 20 августа, это четверг, там Луна во второй половине дня переходит в знак Стрельца, становится сразу в оппозицию с Ураном, когда мы готовы творить дичь, когда мы готовы все бросить и уйти в закат, но подождите, так делать не надо. Когда мы либо уходим от ответственности, все бросаем, наши нервы сдают, мы уже просто злые. Здесь еще Луна у нас в квадратурах на кармических узлах и с Солнцем. Когда наше я, эго, гордыня, амбиции находятся на таком вроде максимуме, но мы не получаем. И плюс сама еще Луна заходит в знак Стрельца, когда нам хочется вот такого масштаба, а мы еще его не получаем. И мы в разные такие моменты пытаемся и туда, и сюда. Постарайтесь в четверг быть максимально приземленными. Это очень сложно делать, потому что Уран в Близнецах, он вообще не приземленный, он вообще не про это, да. И здесь еще оппозиция, то есть такая накрутка идет, надо быстрее, надо прямо сейчас, надо ничего как бы долго не решать. Но здесь Луна еще с Плутоном, и в гармоничном аспекте с Нептуном, который в Овне. Нужно максимально приземляться, вот четко прям свою жабу давить и говорить, что так, не все в первый день, здесь нужно поаккуратнее утихомирить свои эмоции. И вот пятница, 21 августа. Хороший день, чтобы получить все то, что планировалось. Поэтому, если эта неделя в понедельник начнется хорошо, рабочая неделя, да, то вторник, среда, четверг — это будут противоречивые дни, дни активности чрезмерной. Я всегда говорю, что на такие дни нужно максимально точно спланировать. То есть в эти дни есть вероятность вот такой объем работы сделать, просто невероятного масштаба, но здесь должно быть четко спланировано, либо можно уйти в хаос и в разрушение, потому что Луна в Скорпионе — потрясающая работоспособность, но если она основанная на получать, на дайте мне, дайте, тогда это получается некрасиво. А вот если наоборот нужно сделать большой такой масштаб деятельности, показать себя, зарекомендовать, либо подготовка к какому-то мощному проекту, то да, здесь очень хорошая история. И тогда она очень потрясающе сработает как раз-таки в пятницу. Пятница. Луна в Стрельце. В гармоничном аспекте с Юпитером. Бери все, что хочу, твори все, что хочешь, и будет у тебя получаться. В гармоничном аспекте с Венерой, которая в весах, мы мастера дипломатии, потрясающе договоримся, все решим. Луна в гармоничном аспекте с Сатурном, любые сделки, подписание договоров, контрактов, любая бюрократия, здесь моменты все связаны с деньгами, сделки по недвижимости, все сюда же. Потрясающий день пятница. В первой половине дня Луна еще в такой далекой оппозиции с Ураном, но это просто такой нервный немножечко тремор от предыдущих 3 дней, когда мы на самом-то деле хотели много, быстро, прямо сейчас. Но здесь уже в конце недели начинает складываться квадратура Солнца с Ураном. Когда, если мы ничего не делаем, то у нас начинается такая тряска в жизни, и события начинают форсировать, двигать нас вперед, напрягать, чтобы мы что-то делали. То есть ускорение
событий. 22 августа – это суббота, Луна еще в знаке Стрельца в соединении с Лилит, но гармоничные аспекты к кармическим узлам, к Меркурию, к Солнцу. Хороший день для поездок, для отдыха, выхода на сцену, на публику. Собственно, и пятница такой же потрясающий день запуска каких-то проектов новых, подключения историй связаны. Вообще, в принципе, история, знания, обучение, развитие, любое совершенно, сдача экзаменов, зачетов, прохождение каких-то курсов, повышение квалификации. То есть и пятница, и суббота потрясающие для этого дни. Суббота вообще хороший день для того, чтобы как-то вот приземлиться, более в спокойной ситуации это сделать, для того, чтобы было хорошо. Очень, в принципе, хорошая неделя. Есть моменты, когда у нас заставляют прям-таки большой объем энергии потратить. И есть момент проявить ее вовне, да, то есть есть момент в спокойной ситуации поработать, есть когда у нас прям все, работа кипит. 23 августа, воскресенье. Луна перешла в знак Козерога, Луна в оппозиции с Марсом, Луна в квадратуре с Нептуном, в квадратуре с Сатурном, Уран в квадратуре с Солнцем, которая 23 августа у нас перешла в знак Деву, да, и Солнце в соединении с южным кармическим узлом, в соединении с Меркурием, и мы уже начинаем плавно готовиться к выходу из коридора затмений. И все то, что будет не реализовано вот в эти 2 недели, оно в конце августа даст уже такие звоночки с моментом разрушения. То есть жизнь будет подталкивать к напряженным моментам, там, выхода из каких-то отношений, финансы могут посыпаться. То есть вот здесь воскресенье, когда Луна будет в Козероге, а это всегда история, когда если нестабильно, а здесь Луна будет нестабильная в оппозиции с Марсом, который в Раке, это финансы с эмоциями, то есть это такая эмоциональная связка, которая подкреплена, ну то есть основана на материальных проблемах. Венера в Весах, но в оппозиции с Сатурном, да, когда мы прекрасно понимаем, что не доделали, не договорились, не сделали, поленились в прямом смысле, потому что позиция в Весах – это история, если мы не делаем, не договариваемся, то мы ленимся, выжидаем какого-то такого момента красивого, подходящего, а множество моментов было до, и распадается как раз-таки гармоничный аспект у Венеры с Юпитером. Поэтому здесь, дорогие, дерзайте, не откладывайте на этот волнительный момент воскресенья, когда в воскресенье придет такое осознание, что мы не доделали, не сделали, и понедельник, собственно, на таких же эмоциях будет 24 августа, Луна в Козероге, в квадратуре с Сатурном, в квадратуре с Венерой, ну и Марс сам по себе в квадратуре с Сатурном и с Нептуном, то есть это такие эмоциональные качели, когда мы становимся эмоционально неустойчивы в тех моментах, когда мы знали, что надо делать, но мы не сделали. Поэтому закрывайте свои финансовые долги, вопросики, решайте вопросики эмоциональные в отношениях. Помните, что там за дверью нету идеальной жизни. Выходя из той ситуации, которая есть у нас сейчас, но мы ленимся и не хотим ее решать, там будут новые ситуации, точно такие же, для того, чтобы нас наконец-таки научить. И это работает со всеми. Даже самыми умными людьми, кто говорит, да я прокачан, как это сейчас модно говорить, да, прокачан отлично, почему нет вот этого результата? Где результат прокачки, к которому ты идешь? Если результата нет, ради которого выполняются там какие-то проработки, значит, дорогие, это все такая красивая иллюзия, за которую хочется заплатить деньги там, и сказать себе, вот я где-то молодец, я постарался, а по факту результата в жизни нет. Нет тех качественных отношений, любовных, финансовых, с работодателем, с коллегами, с родителями, с детьми. То есть вот она, лакмусовая бумажка, когда мы молодцы. Да, это как сапожник без сапог. Каким ты можешь быть психологом, вот сейчас просто бомбанет, да,
каким ты можешь быть психологом, если у себя своих отношений нет, только одни границы от всех, да, то есть точно так же, какой же ты астролог, если ты не можешь сесть и спрогнозировать события, оно будет или не будет, ну хотя бы с вероятностью 50/50, да, поэтому здесь вот она, основная история. Классные мы партнеры, мужи, жены, родители, дети. Есть какие у нас качественные отношения? Про это как раз-таки этот коридор затмений для того, чтобы максимально понять, кто мы, и начать делать. Не сказать себе, ой, все, со мной все плохо, у меня ничего нет. Нет, чтобы действовать начать. Мы все не идеальны, идеальных вообще в принципе нет. Есть моменты, когда мы максимально подвержены для того, чтобы натворить множество ошибок. Надо просто распознать, что мы их творим. И перестать творить и начать творить свою жизнь качественно, красиво, счастливо. Вот, собственно, для этого я и работаю. Дорогие, спасибо, что были здесь, досмотрели это видео до конца. Оставляйте в комментариях свои вопросы, если они у вас есть. При этом пишите свою дату, время, место рождения и вопрос, потому что общий гороскоп я рассказала на ближайшее будущее, но основные вопросы только по личным картам. Ну или увидимся на личных встречах. В конце видео ролики, которые вы еще не видели, посмотрели, и кармические гороскопы после этого видео начнут выходить для каждого знака зодиака. Все, как вы любите, по декадам. Ну что, дорогие, спасибо, что досмотрели до конца. Увидимся в следующем ролике. Пока-пока.